Всем привет, ребят. Сегодня будет разговор про слияние Астралона. Про самого героя я делал отдельный выпуск. То есть, если вам интересен сам герой, то можете посмотреть про него, да. Сегодня буду именно рассуждать с точки зрения слияния и разберу, собственно, наверное, эпика, посмотрю, что за эпик. И разберу, что за героев нам нужно делать. То есть, где каких героев добывать. Сразу скажу о своей нелегкой, так сказать, ситуации. Дело в том, что разработчики Гады, они запустили турнир пополнения, точнее, да, турнир пополнения коллекции на 1,5 часа позже, чем началось X2. Я эту информацию не проверил и открылся до X2. Вот. Ну и там я понимаю, конечно, людей, которые мне пишут, вот ты сам виноват и так далее. Да, считайте как хотите. Я высказываю свое мнение, да. Давайте сойдемся на том, что вы высказываете свое мнение, я высказываю свое мнение, да. С моей точки зрения, разработчики гады и уроды, то, что они так делают, да. То есть они все время запускают подобные турниры и события одновременно с X2, а в этот раз запустили не одновременно. И, насколько я знаю, я не единственный человек, который так попал. Я бы еще понял бы, если бы они это сделали под X2, который был не под слияние, но делать такое под слияние, это очень подло, на мой взгляд. Вот. Ну и сейчас получается, что у меня в турнире пополнения коллекции нету ни одного очка. 10 очков у меня там есть и все. Вот. Я так уже посмотрел, в общем, что мне предстоит. Судя по тому, что идет по описанию турнира, да, у нас нужно забирать мне по-любому отсюда зеленого героя, да. То есть этого-то я, скорее всего, не заберу. А вот зеленого героя, скорее всего, придется отсюда забирать. Вот этого дядьку. Так, значит, еще раз идем в новости. Заходим. 20 новых героев. Надо будет потом посмотреть. Значит, слияние Астралона. Кстати, почему-то ввели 20 новых героев, а в турнире сделали всего лишь 5 новых, 6 новых героев. Очень странно. Очень странно. Ну ладно, не суть. Значит, у нас, смотрите, слияется он из 4 вот этих лодриков. Каракар. Лодрик Каракар. Из 4 лодриков Каракаров. Вот, самого лодрика можно забрать из турнира пополнения коллекций и события массового призыва. Турнир пополнения коллекции уже начался. И если бы я открыл войды под этот турнир, то я бы его забрал, скорее всего. Ну, я не знаю, если честно. Может быть, и не забрал бы. Потому что у меня, если честно, по эпикам так-то не очень упало. Мне упало всего, по-моему, 6 эпиков. Раз, два, три, 4, 5, 6, да? И сколько-то рарок. То есть у меня было 32 осколка. 6 из них это эпики. Соответственно, остается 24. Нет, 26 остается, да? И эти 26, каждый по 50 очков. То есть это 1300 очков, плюс со всей эпики 6 на 350. Ну да, я бы забрал его. У меня там больше 3000 очков бы было бы, если бы я открылся бы вовремя. Ну ладно, что ж, теперь надо исходить из той ситуации, которая есть. Поэтому я буду, с одной стороны, говорить для тех людей, которые открылись по-нормальному, не так, как я, да. Те, кто забрал себе здесь этого эпика, и у них, конечно, дела будут получше. Ну и у тех, кто открылся так, как я, у них дела будут похуже. Вот. Так, здесь я уже, кстати, рарку забрал из слияния. В принципе, я буду открывать еще зеленые осколки, да, активно. И, возможно, мне какие-то рарки упадут. И с этой точки зрения будет попроще. То есть завтра у нас начинается турнир тренеров героев. Я буду очень активно тренировать. То есть мне нужно будет слить огромное количество осколков. У меня есть 800. Ну, то есть там, не знаю, 800-600 где-то осколков зеленых надо будет под это дело слить. Плюс я планирую под это событие сделать себе, если получится, призвать одного вот этого дядьку. Ну, потому что 2 я, скорее всего, точно не успею, да? Одного, может быть, успею. Вот. Теоретически я могу сделать себе живоглота. У меня есть этот есть, это есть, этот есть, да? И эту стрелка можно слиять, то есть накопить вот этих зеленых героев, да, и слиять ее. В теории можно даже 2 живоглотов призвать. Ну, это, конечно, геморройно. С другой стороны, это 700 очков плюс за слияние одного этого это еще 250 очков. Плюс за слияние
Хельмут это еще 250 очков, то есть это 700 плюс 250, ой, 700 плюс 500 это 1200, это 1200, да? Хельмут, вот он. Это 1200. Еще 800 осколков это 2000, да? И вопрос, где добрать еще 500 осколков. Ну, по сути, 500 осколков это... Где-то 500 очков это можно добрать при каче корма в компании. То есть теоретически я могу попробовать забрать из этого турнира вот этого дядьку за 2500 очков. То есть шансы есть некие на это. Тогда все будет намного проще. Но для этого, чтобы мне его отсюда забрать, мне нужно сделать слияние двух живоглотов. Чтобы сделать слияние двух живоглотов, мне нужно, собственно, прокачать... Прокачать вот этих вот героев. 4 раза. В смысле, 2 раза. То есть 2 таких героя, 2 таких, 2 таких, 2 таких. В общем, надо подумать насчет этого. А, подожди, я двух живоглотов никак не сделаю. Это у меня только один. Значит, живоглот только один будет. Не знаю. Ладно, давай разбираться, в общем, с событием. С событием будем разбираться. Значит, у нас будет турнир пополнения коллекции и массовый призыв. Если ни там не забирать героя, то надо забирать всех героев. То есть участвовать во всех активностях и забирать всех героев, да? Вот, ну и давайте исходить из этого. Значит, турнир пополнения коллекции, там, скорее всего, забираться будет легко. Турнир Лавового Рыцаря тоже относительно легко забирается. Баталии на арене легко забирается. Улучшение артефактов, вот это будет проблема небольшая, сейчас объясню почему. События поход на подземелье тоже довольно-таки легко забирается. Турнир тренировки героев, скорее всего, не очень сложно будет забираться. События тренировки героев, это будет позже. Турнир паучихи легко. Баталии на арене легко. События улучшения артефактов, это тоже небольшая проблемка. Поход на подземелье достаточно легко должен будет. Турнир ледяного голема забирается. Турнир дракона забирается. Тренировка героев еще одна. С 18 по 25, да? Здесь у нас тренировка героя. А, это вот это событие. И это событие, да? То есть это в одной тренировке 2 героя. Ага. Ну, то есть вот этот будет, скорее всего, дороже по очкам забираться. То есть, условно говоря, этот герой будет забираться где-то там за 1500 очков, а этот где-то за 3-4 тысячи очков будет забираться. Так, событие массового призыва. Событие массового... Это бритер у нас будет забираться из события массового призыва. Забираться он будет тоже там за какие-то небольшое количество очков, скорее всего, за 1000 очков примерно. Так, подожди, событие массового призыва. Это который... Нет, это сейчас турнир призыва идет. Будет событие массового призыва. В чем прикол события? Там ты не получаешь очки за получение героев. Там ты получаешь очки за открытие осколков. То есть там, чтобы его получить, по-любому нужно будет открывать осколки. Либо зеленые, либо, не знаю. Ну, в крайнем случае, я планирую там открыть пару сакралов. То есть, если это будет относительно недорого, 1000-1500 очков, то есть я открываю 2-3 сакрала и забираю этого дядьку. То есть это будет для меня не очень тяжело. Так, ну и события поход на подземелье. То есть все более-менее легко делается. Единственная проблема — это забирание бритера из массового призыва. Ну, для меня. И единственная проблема — это забирание вот этого Абиссали из турнира пополнения коллекции, да. Вот. Те, кто открылся под этот X2, под этот турнир пополнения коллекции нормально, и забрали вот этого дядьку одного, да, из события массового призыва, да. Из турнира пополнения коллекции, если забрали именно вот этого эпического героя одного забрали, да, то вы можете забить на один комплект гарпунов, на один комплект кистеней, на один комплект бритеров и Абиссали, да, то есть вы, условно говоря, можете не участвовать уже в событии массового призыва, не забирать отсюда вообще никого, да, вы можете не участвовать, ну, например, в улучшении артефактов, вообще не участвовать, да, и не забиваете кистеня одного, то есть все остальное делаете, кроме улучшения артефактов.
Здесь вы можете не забирать. Ну, либо турниры тренировки героев. Хотя он всего один, делается он довольно-таки легко. Либо события поход на подземелье не забирать. То есть... у нас турнир тренировок героев, события тренировки героев, я понял. Ну, то есть, либо то можете там не делать. Это уже на ваше усмотрение, да? И здесь, получается, из турнира пополнения коллекции вы забрали героя. Но вот в улучшении артефактов можно не участвовать, например, да? То есть, для тех, кто под X2 нормально открылся вовремя, да, а не так, как я открылся, для них вообще это событие должно очень просто забираться. То есть, вы делаете все, кроме в каждом... То есть, если вы забрали из... под эти X2 забрали одного лодрика, то вы просто каждого из этих героев сами определяете для себя, где вы не забираете его, и спокойно все остальное делаете, да? Вот. А трех других лодриков вы делаете, собственно, с помощью слияния, да? То есть у нас они спокойно могут создаваться здесь. Слияние. То есть одного вы получили, и вам остается раз комплект, 2 комплекта, 3 комплекта. И вот делаете это все дело. Так. Значит, мне интересно посмотреть, что это за дядька. Это у нас Священный Орден. Мне просто интересно, что он из себя представляет как герой. Я не туда пошел. Насколько он интересен как герой. Может быть, стоит его самого. Но я-то себе его уже никак не оставлю. Но, возможно, кому-то из вас он пригодится, и вы сможете каким-то образом его себе забрать. Уже люди вон оценки ему наставили. Причем оценки хорошие наставили. Забавно. Так, атака по врагу с вероятностью 40% накладывает штраф атаки 50% на 2 хода. Вероятность можно поднять до 60%. Это неплохая вероятность. На КБ вполне себе. В пачку через контратаку. Снимает все штрафы с одного союзника, затем накладывает на него щит союзников 50% на 2 хода. Но КБ это бесполезно. Бесполезный, собственно... Теоретически, может быть, он будет снимать штрафы в определенный ход перед станом босса. Стан босса будет лететь в стана приемника, и у вас наложен щит союзников, соответственно, урон распределится. То есть в теории может что-то такое сделать. Накладывает на команду щит силы 20% своего максимального здоровья на 2 хода. Ну, тоже вполне себе. Причем раз в 2 хода это он делает. Серьезно. Да, на КБ этот герой очень круто зайдет. На КБ очень крутой. Плюс ко всему, это щит раз в 2 хода. Это топовый герой на... эту, как ее, на краба. Это топовый герой на краба. Да. Так что, если у вас есть возможность этого героя заполучить, то оставляйте, да? То есть, если вы чувствуете, что не можете собрать себе легендарку, лучше соберите одного себе этого дядьку или заберите его откуда-то, да? То есть, герой как минимум достойный. Я не скажу, что он супер топовый, да? Но как минимум достойный. То есть у него и этот скилл нормальный, и этому скиллу теоретически можно найти применение, да? И этот скилл прям очень крутой. И на КБ пригодится, и на крабе пригодится, то есть можно найти применение. Ну, аура только для роковой башни, это такое себе. Лично мне он, наверное, не сильно нужен, но... Да, единственное, что я не посмотрел, это я не посмотрел его статы. 18 тысяч защиты это не очень много. Для героя здоровья это, я бы сказал, очень мало. Вот, атаки никакой. Кстати, бьет он от здоровья, это хорошо. И бьет он только с одного скилла. Это не очень хорошо. На КБ урона будет не очень много от него. То есть он будет не для урона, а для именно некого сейва, для сейва команды, если его брать на КБ. Защита 1100 это хорошая защита, 96 скорости сойдет, крит шанс, крит урон с сопротивлением без меткости. Ну, такой обычный эпик. Единственное, что, конечно, здоровья маловато, для героя здоровья очень мало. Его будет тяжело разогнать по здоровью. Вот в чем проблема. Но щиты, конечно, крутые. То есть этот герой может, например, вам помочь на паучихе. Почему нет? То есть, да, он, может быть, не будет кидать такие лютые щиты, которые кидает страхолют, но, тем не менее, какие-то щиты он будет кидать, и он это делает раз в 2 хода. Это очень круто. То есть, делаете его довольно-таки быстрым, и все, и есть вам счастье, да? Так, ладно, давайте, знаете, что еще посмотрим? У нас турнир на призыв из осколков заканчивается через 3 дня. Надо мне по числам сориентироваться. Турнир пополнения коллекции заканчивается через 3 дня. То есть вроде как он заканчивается 15 числа. Соответственно, нам нужно посмотреть теоретически, какие турниры
что мы успеем завершить до 15 числа. Нам подходит все, что начинается до 15 числа. То, что начнется 15 числа, мы уже, скорее всего, не успеем забрать. Максимум, что мы успеем забрать 15 числа, это какие-нибудь баталии на арене. То есть нам нужно просмотреть все, что начинается до 15 числа. Так, турниры пополнения коллекции мы можем забрать. Мы можем забрать турнир Лавового Рыцаря. Это все мы не можем забрать. То есть 2 копии вот этого дядьки мы можем забрать. Подожди, турнир пополнения коллекции. Это который я сейчас как раз просрал, да? Но в теории там все равно эту же рарку я тут планирую забрать, да? То есть в теории я ее могу успеть тут забрать. Турнир Лавового Рыцаря. Дальше что? Дальше что? Здесь поход на подземелье, турнир тренировки героев. Тоже 2 осколка, да? Забираем. Ой, 2 героев забираем. Здесь баталии на арене. И все, больше я здесь ничего не успею. Улучшение артефактов. Ну, в теории, если они начнутся там на пару часов раньше, чем тот турнир закончится, то за 2 часа наточить шмот, чтобы забрать этого дядьку, да? И можно будет сделать это слияние. Ну, в теории, потому что нам, помимо того, что это все сделать, надо будет еще прокачать, покрасить успеть и так далее. Еще и краску нафармить. Так, значит, дальше что у нас? Турнир дракона не успеваю. Вот этих я вообще никого не успеваю, да? То есть вот этот бритер, он дается только после всех этих событий. То есть, соответственно, слияние Лодрика ни одного нельзя сделать до, собственно... до завершения турнира пополнения коллекций. И значит, мы за их слияние не получим очки в турнире пополнения коллекций. Ну окей. То есть бритера ни одного мы не успеем забрать. Это, конечно, минус огромный. То есть все вот эти слияния всех лодриков, оно будет только уже после завершения турниров. То есть я уже понимаю, что я эпика из турнира никак не заберу. Ну, лично у меня шансов нету. Я не знаю, как вы, как у вас, но у меня шансов нету. То есть единственное, на что я могу надеяться, это на забирание здесь за 1100 очков, за 1150 очков вот этого героя, да, отсюда. Ну, в принципе, это реально, то есть качать корм, открывать зеленые осколки, в основном, да, сделать слияние Хельмута, это 250 очков. Ну и все остальное вот осколками и героями из компании. То есть у нас герои из компании падают, нам очки начисляются, да? То есть, условно говоря, там, если пару дней качать корм, то это можно где-то 200-300 очков набить на героях из компании. 250 очков нам даст Хельмут, да? Ну и вот получается, что нам нужно будет 500 очков зелеными осколками добить, и все, и мы забираем этого дядьку. То есть это, в принципе, не так сложно вот этого забрать дядьку. Сложнее будет с событием на пополнение, потому что там, скорее всего, придется открывать именно осколки. Скорее всего, это будут эти сакральные осколки. Это, скорее всего, будут сакральные осколки. То есть без этого мне не обойтись вообще никак. Ну, посмотрим. Время покажет, потому что всякое может быть. Может быть, мне, тут за пару дней нападает 3-4 этих войда, да. Я открою, мне выпадет 2 леги с них, и я себе каким-то чудом смогу заполучить этого Лодрика Каркара, да, выбить его. Вот. Ну, потому что других вариантов у меня нету. Вот. То есть для вас, для тех, кто открылся нормально, все должно быть шикарно. То есть вы Лодрика забрали, все, вы в массовом призыве можете не участвовать в событии, которое... Вот это событие массовый призыв, и в нем можете не участвовать. Потому что вам бритер один не нужен, и вам не нужен второй Лодрик Каракар, да? Вот, а мне придется участвовать во всем, причем участвовать не ради лодриков, а участвовать ради того, чтобы всех синих собрать, да? А теоретически кто-то из них может упасть с зеленых осколков, то есть я буду открывать зеленые осколки, и, может быть, выпадет вот как раз-таки... Не, бритер он же не выпадет, да? Бритер это же войдовый. Соответственно, он из зеленого осколка никак не выпадет, и значит придется делать все. Да, вот бритер. Он мог выпустить только с войда. Ну, теоретически шансы, конечно, еще есть, потому что у меня как минимум один войд осколок еще будет. За это слияние там с базара я куплю, да. Вот, возможно, будут еще войдовые осколки, там с КБ упадут или еще что-то. То есть, может быть, один мне такой герой упадет, и, возможно, я тоже забью на массовый призыв, да.
Вот. Но в целом, пока что я все вижу выполнимым. Посмотрим, насколько это будет. Ну, то есть я выполню это в любом случае. Вопрос только в затратах. То есть я выполню это в любом случае, если не просплю никаких турниров и событий, да. Вот. А так вопрос только в затратах, потому что я могу хоть сейчас забрать этого героя из турнира спокойно, да, там открыть либо синие осколки, либо сакралы и спокойно его там забрать. Вот, пооткрывать зеленые осколки и спокойно его забрать. То же самое с массовым призывом, событием массового призыва. Я открываю 2 сакрала и там, не знаю, 10 древних, да, и спокойно забираю его оттуда. То есть для меня это не проблема. Вопрос в количестве ресурсов, потраченных, которые я потрачу на это. Потому что я не хочу открывать осколки без X2. Вот. Но все равно жизнь я себе знатно усложнил. Дело в том, что обычно я все время под X2 открываюсь примерно через 2-3 часа после начала X2. Но в этот раз так получилось, что у меня было время свободное. И я понял, что лучше я сделаю это сейчас, потому что потом, может быть, не быть на это времени, да, под открытие под X2. И я открылся. Я открылся под X2, и вот получилась такая шняга, что событие запустилось там через полчаса после того, как я открылся. Это было неприятно, это было очень обидно. И я очень обиделся на разработчиков за это. Ну, типа, какого фига вы так делаете? Я не понимаю. То есть в чем была необходимость такого развода? Это очень гнусно, это очень подло. То есть вы же прекрасно знаете, что многие люди открываются, скажем так, именно после начала X2. Вы это прекрасно знаете, да? Для чего так подло поступать с людьми? В чем необходимость? То, что у вас разработчики затупки, именно программисты, которые там это все настраивают, включают события, и они не смогли что-то подготовить и запустить вовремя, или что? В чем проблема-то? Это все синхронизировать, чтобы это все одновременно заработало. Ну, то есть это либо целенаправленная какая-то акция, чтобы развести людей на лишний донат, что, как вы сами понимаете, очень подло, да, с их стороны, либо это ксипорость самих разработчиков в том плане, что кто-то что-то затупил, не смогли эти вещи синхронизировать и не смогли это все запустить вовремя вместе, да. Но вот я вижу эту ситуацию с таких ракурсов, да, и с моей точки зрения они огромные косипоры, уроды и подлые люди, очень подлые. Вот. Я не знаю, я понимаю, что есть огромное количество злорадствующих сейчас мне людей, которые говорят, что вот ты сам виноват, и твой косяк. Да, возможно, это ваша правда. Моя правда в том, что высказал я. Вы можете быть с ней не согласны, и это тоже ваше право, да? Вот. Ладно, на этом я, наверное, данное видео буду заканчивать. Не знаю, ответил я на вопрос по поводу слияния. Да, слияние стоит ли или не стоит делать. На мой взгляд, герой достойный слияния. И эпик достойный слияния. Но вот такая вот небольшая подлость от разработчиков, она, конечно, некоторым людям помешает, мне кажется, да. Из недостатков слияния то, что у нас, собственно, эпики добываются только из призывов, да, и если вы прослоупочили с призывами, как я, или же вы человек, который не копит осколки, то у вас не получится этих лордриков забирать, да, у вас тупо не будет осколков, чтобы это все забирать. Ну, то есть есть люди, которые не копят осколки, открывают только, как они появляются, соответственно, они просто не смогут их забрать, им придется делать все слияния вот эти, да, у них будут проблемы с этим. Вот. Еще из минусов это то, что, значит, вот эти вот войдовые дядьки забираются только после завершения вот этого турнира на призыв, который идет сейчас, да, соответственно, мы не сможем сделать ни одного слияния до того, как турнир закончится. Это, конечно, минус. Вот. И еще один минус — это то, что большой расход зеленой краски, потому что нужно будет покрасить 5 войдовых героев на 5 звезд в зеленую краску. Это тоже огромный минус этого слияния. Но в целом легендарка неплохая, на мой взгляд. За последнее время, наверное, чуть ли не лучшая, то, что за последнее время нам давали. И, собственно, эпик тоже неплохой. То есть, если у вас есть возможность забрать и легендарку, и эпик, то забирайте. На мой взгляд, это не будет минусом. Вот. Все, на этом я данный спич буду заканчивать. Всем спасибо за просмотр. Всем пока.